приехали в замок. Вот он, да, там их, вот. Как раз название замка Бунрати Кастелло. Вот такие были. Я тоже не была здесь. Я был вон, Нет. где мы повернули, Да. там мы кушали. А, да? Он вспомнил. Здесь, там дальше. Сейчас мы будем. Да. Нет, мы сюда не будем заходить. Хочешь вот так пройти? А здесь можно обратно снимать, да? Да, конечно, я думаю, симпатично, сувениры. Я Это магазин от замка, да? Да. Мгм. Для туристов. О, какая люстра интересная. натуральный этот. Да, ну да. Натуральные. Где люди ходят? Как к замку пройти? Как зам, наверное, на улице. Ну, написано вот там. Всякое местное такое тоже. Сувениры. Сувениры, вот смотрите. Все. Массимо. Я здесь. Не потеряется Массимо. Барашки. Baraschi. Prosciutto, Massimo, prosciutto, guarda quello prosciutto sopra. Дорогие мои девочки и мальчики, а сейчас мы погружаемся в атмосферу Ирландии. Как вы видите, все выглядит абсолютно в том времени, в каком это было сохранено. К моему рассказу я буду вам показывать улицы, некоторые мои видеосъемки. Вы будете смотреть и просто слушать мой рассказ. В сам замок мы не попадем, но мы будем гулять в народном парке. В народном парке все построения старались и на сегодняшний день нам предоставили, как будто они до сих пор дышат и как будто в них есть жизнь. Мы гуляли и просто захватывал дух. Но сам замок построен примерно в 1425 году чифом Макнамара и завершена его сыном около 1467 году. Замок располагается в деревне Бунрати, графство Клэр, вблизи залива Шеннон. Мы сейчас практически путешествуем во времени, девочки. Реконструированная ирландская деревня конца 19 и начала 20 века на территории, чтобы вы понимали, находится около 26 акров. Это приблизительно 10 гектаров. Ну а сейчас, девочки, мы зашли с вами в молочную комнату. Она именно так называлась, потому что в этой комнате готовились именно сливки и масло сливочное, домашнее в те времена. А готовилась в этой комнате, потому что для этого всего нужна была комната именно прохладная. Поэтому вот это одна из комнат, которая соответствовала требованиям того времени. Она была прохладная, каменная, видите как. И поэтому в этой комнате готовилось именно молоко, сливки. Туда приносили молоко, которое они сами же получали со своих домашних животных. Изготавливалось сливки, изготавливались и потом и масло. И, как обычно, после дойки молоко процеживали или через ткань и решето и оставляли отстаиваться в широких, низких глиняных или металлических чанах. И именно вот в этой молочной холодной комнате. Таким образом, сливки поднимались наверх, и затем их снимали, вот ту пену самую, которая образовывается сверх молока. Мы все ее прекрасно знаем. Это те самые сливки. Конечно, там было просто количество этих сливок и, конечно же, качество не сравнить с сегодняшним молоком. Поэтому они, наверное, были очень-очень вкусные и очень-очень жирные, из которого они потом готовили сливочное масло.
Позже в быту появились сливкоотделители, именно ручные центрифуги. В парке их часто можно увидеть на столе, где вот молочка, вот как раз вот в этой комнате. Да, здесь было хранилище. Sì, sì, qua la conservavano, sì. Ok, sì, sì. Vedi? Нам стараются показать не только богатые дома и как они жили, но и как жили самые бедные слои. Там есть вот несколько построек, которые нам сейчас хотят показать, и они относились к наемным батракам или даже к тем бывшим слугам, которые работали на фермах. Ну, оно собой представляло очень маленькое помещение с глиняным полом или земляным полом, низкий потолок с одним окошком, кровати обычно, если была, то деревянная лавка, иногда просто тюфяк на полу какой-то брошенный. Один очаг, почти всегда дымящийся прямо в комнату. Действительно, там находилось очень много дыма и очень было трудно дышать, потому что полноценного дымохода в те времена, конечно, не было. Минимум мебели, столик, скамья, ну и деревянные ящики, как типа сундука для хранения каких-либо вещей. Ну и в таких комнатах иногда проживало по несколько человек, родители, дети, иногда, если были, еще и старшие родственники этой семьи. За огонь в этом доме, конечно, отвечала женщина или дети, девочки, то есть женский пол. И, конечно, если этот огонь погасал, он должен был гореть всегда, день и ночь, независимо, воняет или не воняет дымом. Если этот огонь у них погасал, то, конечно, это для них было огромной проблемой, потому что зажечь его вновь было практически нечем. И поэтому они очень хорошо, тщательно всегда и днем, и ночью наблюдали за этим огнем. Into this butter churner, and the woman of the house, the wife, would just use the butter churner and kind of just see the way I'm doing it in such an angle, like my hand is just going like seaside motion, and that was to make sure that the milk actually curdled and turned into a really nice butter. Ну, а сейчас мы перешли в другую комнату, которая намного сильнее отличается от предыдущей. Поэтому это, конечно же, комната самих хозяев. Здесь находится такая реконструкция кровати с занавесками, которая помогала сохранять тепло в холодное время и в холодном доме, так как зимы в Ирландии очень сырые и холодные. И человек буквально закутывался в эту ткань, чтобы ему, конечно, было спать намного теплее. Конечно, в комнатах развешивались портреты самих же жителей этой комнаты. И вот, видите, у них там на тумбочке прикроватной как раз стоит кувшинчик, которым они умывались, стол, где они обедали, ну и все необходимое, даже вот сервант с необходимой посудой, даже швейная машинка есть, где они подшивали что-то, ремонтировали из своих вещей, я так думаю. И вот мы между собой это и говорим, что а ведь наши предки жили точно так же в аулах, в горах, в деревнях, точно такие же были у них приспособления. So 3 children slept in the bed and a newborn baby slept in the cradle. And I'm going to show you another bed here. I'm going to do a bit of magic here.
Ну а вот эта реконструкция как раз служила у них и для кровати, и для манежи детей. Вот туда загружались дети маленькие, они там сидели. А днем вот так на этой кровати диван. Он становился диваном, тахтой. В общем, вот там они сидели, отдыхали. А когда надо было детей куда-то положить, чтобы они не разбежались, то их закладывали как раз вот в этот ящик, который они сейчас закрыли. Okay. So there's a lot of fishing. So this Это тоже одна из спален. so this is their bread. Show you. Назывался, говорит, 3 разных имени было название. И вот на Хэллоуин пекли специально хлеб, туда запекали колечко, кто съест, тот в этом году выходит, в следующем году выходит замуж. Да, да, да. Вот. Короче, интересно, да, молодец, она рассказала. Да. Насколько похоже, одна полык цвета. Да, ну в Авдан. те времена, Жан, Всё в было те одинаково. времена все было одинаково. Денег было. Каждый приспосабливался как могли. Да. Пошли дальше. Слушай, мы здесь сами никогда не были. Вот это Ну, телефон с ручкой. которая. Да. Мама такой. Да. Я когда замуж Маме. вышла, еще мы делали вот такой. Такой тоже у нас есть. А до этого сколько раз я вот... Мы тоже, и мы вместе тоже у бабушки, когда были, по очереди. Да, да, да. Полуксах там. Полуксах. А ну-ка, что Можно здесь? остановиться, научиться. Что делать? Корзинки. А, ну это да. Кто как корзинки плести внутри. Мгм. О, Массимо. Да, да. Крест. Ага. Отгонял нечистую силу. Си-си. Да, да, да. Мгм. Ну да. Здесь тоже, да, кузнечный цех. Людей много внутри. Ti vedi qualcosa? Ciabattino. А, ecco. Да, Sì, вижу. sì, sì. Ну вот, чуть-чуть через стекло. Aggiustare... Вот. Вот один-два, которые не крайне, а посередине. Вот это, посмотри, какая. А это курочка такой породы. Да, да, это вот. Смотри на голове. А, это вот, да. Вот это что-то странное. Не похоже на курицу. Вот как будто... А, что-то посажено, да. Какая-то зелень. Видишь? Царствие какое здесь было, да? Домик, как у 3 поросят. Ну да, он большеватый. Видишь, куцахду голубым, у нас белым белили, да, там? Синкейдер, вот что Синкейдер кот-той, это. видишь? Да. Си. А ну что там внутри? Здравствуйте. О, домарах и жут. А, Жанна, я говорю здравствуйте. Дом этого, да, так его. Дом Тавкана. Рыбака. Аркой. Это дом рыбака? Дом рыбака, да, пиши. А, пахнет сильно. Знаете, Ага. Дымом пахнет. Невозможно. Ухожу. Да. Массимо. Много здесь людей, смотри.
там. Пойдем Пошли. в замок, потом по той стороне. Да, 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 да. Фух. Вот замок с дороги. Да, Дальше. ну да. Видишь? Vedi com'era questo tipo, quello là, vedi, dove mangiavano. Eh, da, vino, vino. Да, вот так вот. А кто баловался, шел сюда. Да, нечищенный, да, видишь? Нак- Накрылся, какие бочечки, видишь? У нас из этих бочек делают в Италии столы. Нямшпаденс вокруг бочек, да, в барах особенно, где винные бары. Вот так. Да, очень красиво, между прочим, бывает. Высоко, они еще побольше бывают. Да, они еще бывают побольше. И вот такой замок большой-большой. Замок Бунрати – это был один из самых знаменитых замков в Ирландии. И его история очень ярко показывает, как на месте деревянных укреплений рождались мощные каменные крепости. Первое укрепление здесь было построена еще в 1250 году. Это была деревянная крепость на земляных валах. Убрайн, семья Убрайн, это хозяева этого замка. Вот как раз мы и наблюдаем, Жанна нам объясняет, и по именам там они написаны, что от кого к кому переходили эти замки. Но вот чуть подальше сейчас мы будем наблюдать, что первое укрепление здесь было построено еще в 1250 году. И это была деревянная крепость на земляных валах. Ну вот на рисунке видно хорошо, что все построения были буквально деревянные. И вот так они потом возрождались постепенно в каменные стены. Первые же каменные укрепления начали восходить в 1270-х годах, потому что эти земли были переданы семье Клер. Вот тогда они и начали строить первый каменный замок. Но, к сожалению, ирландцы между собой очень часто воевали между кланами и опять вновь были разрушены. Долго не простояли эти тоже, и в 1450 году уже клан О'Брайен возвел тот самый четвертый по счету замок, который мы сейчас и сегодня наблюдаем. Он массивный, из серого известняка с 4 угловыми башнями. Этот замок стал настолько мощным, что он стал просто центром власти королей, где они принимали гостей, заключали различные союзы и, конечно, собирали налоги. В XVI-XVII веках Бунрати несколько раз переходил из рук в руки. Его то занимали англичане, затем он возвращался снова к ирландской знати. А в 1646 году замок был захвачен во время войн Кромвеля, а после XVII века постепенно утратил свое военное значение. Следы снарядов, да? Угу. Ладно. Иди, ничего. В 10 году. Угу. Ну, сейчас мы заходим в замок.
Обратите внимание, что работники замка, они максимально сохраняют культуру, одежду, внешний вид. И сейчас мы с вами заходим в первую комнату. Как вы знаете, ирландцы очень религиозны, они очень верующий народ. И вот это первая комната, где как бы уединение с Богом. Здесь можно было помолиться, посидеть, подумать над своим поведением, наверное. Вот такая красивая люстра здесь, необычная. Я не знаю ее значения, но она наверняка что-то, конечно, означает. Сейчас самое интересное, мы поднимаемся по таким узким лестницам, очень осторожно, так как эти лестницы были приготовлены, сделаны специально, закручивались по часовой стрелке. Так нападающим с мечом в правой руке было очень неудобно. Вы представляете вообще умысел этих лестниц? И еще маленькие окна, это маленькие щели, только наверху расширялись для улучшения обзора. Вот видите, какие они узкие-узкие. Оттуда можно было наблюдать, может быть, даже и стрелять. Ну, я не знаю, насколько это возможно, но лестницы на самом деле жутко очень узкие. Мы еле-еле прошли и вот зашли в первую комнату. О, смотри-ка. Капитан написано. Капитана? Какая ложа у него. Все доспехи вон на стенке висят. А вот это что такое? Гардероб, по-моему, да? Наверное, сундук его. Посмотри, у него даже расписанный потолок был. Обалдеть. Граф. Ой. Так. Откройте нас. Эй, вы чё? Постучись. Ну и внутри замка это сердце самого замка. Это огромный зал, где проходили пиры, заседания и различные приемы. Сегодня же здесь устраивают средневековые банкеты. Это актеры в костюмах 15 века подают блюда со старинными рецептами, играют на арфе и скрипке, и гостей кормят без вилок, только ножами и руками, как ели в 15 веке. Вот такая вот красота. Здесь кухня была. Вот. Угу. Сохранено все в оригинале. Все, абсолютно все. Смотрите. Ну, конечно, здесь все ограждено. Вот так. Угу. Хозяйка дома наверху. Сейчас мы туда поднимемся. Ну, да ты что? Выходить? Она не всегда была. Обалдеть. Короче, с этой форточки она
любовалась на мир. Еще одна спальня, да? Ой. Спальня кого? Ты посмотри, какая. О, опочивальня. Ее опочивальня, да? Хозяйки. Мгм. Так, еще один зал. Еще один зал. Мгм. Люстры какие, люстры. А, вот это окошко, да? Да, вот это окошко. Откуда она смотрела? Откуда хозяйка могла посмотреть, вот такое маленькое. Видите, и вот где мы внизу сейчас были, она могла отсюда любоваться туда, когда ей не разрешалось выходить. Мгм. Вот. Вот так. Ком-то сжилиш. А, Открыто. видишь, какие резные комоды. Красота, да. Вот такой еще. Да. А, типа, ой, кошечка. Зайчик это. Зайчик это. А, Видимо, продукты. ага. Почему-то не хватит здесь. Ну, для охранника, наверное. Типа кладовочки. Кладовочка. Ну, все. Окей. Ну, а как? Ужасно скользко, во-первых, и узко. Прям еле-еле проползаем. Так, это был зал, туда зайти нельзя, но вот так через стекло можно снять. Мы уже ищем выход, девочки, потому что там очень узко, и наши ребята аккуратно сидят в парке на свежем воздухе. Вот, посмотрите, как красиво украшены вот эти двери в мозаику цветную. И продолжение этого видео, конечно, вы увидите в следующем видео. Хорошо сидят, Обязательно смотри, буду вас а мы ждать. там. Пока-пока, мои хорошие. До новых Угу. Красота, клумбочки, розы.